Всем привет! Вы на канале Костя и животные. Сегодня я вам покажу морской порт Батуми. Какие здесь животные обитают? Обитают ли вообще? Сейчас солнце, жаркий день. Возможно, они попрятались. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я рассказываю про жизнь уличных животных в Батуми. И не только про жизнь, а вообще о красотах этого города. Я думаю, выпуск будет интересен. Поехали! Начнем мы сегодняшний выпуск вот с этой локации. Здесь у нас сувенирный магазин, начало морского порта, колесо обозрения, такая площадка. Здесь что-то устанавливается, скорее всего будет какой-то концерт. Далее мы видим маяк, говорят, он действующий, круто. Башня Алфавит, ну и вот набережная. Сейчас еще самое утро, время 10 часов. Людей нет, потому что в Грузии любят поспать до обеда, и все самое интересное открывается только после обеда. Ну, а туристы, как правило, появляются к вечеру, поэтому вот на этой площади, недалеко от колеса обозрения, здесь кипит, бурлит жизнь именно вечером. Красивая подсветка, люди гуляют, веселятся. Вот здесь есть такие специальные машинки, на которых можно покатать своих детей. Есть вот такие электромобили, самокаты, а вот эти называются Батуми Мобиль. Так в шутку их назвали. Интересные электрокары. Опять сувенирный магазинчик и куча собак. Вы слышите? А почему они лают, мне интересно. Вообще здесь собаки все дружелюбные, и они обычно не... между собой, скорее всего, так общаются, не пускают чужаков. Вот, красавец идет. Такой хозяин. Привет. Такие уши большие. Семиты продают. Да, уже продают с утра. И вот она, знаменитейшая статуя. Статуя Али и Нино, фигуры. Они, во-первых, вечером светятся. Во-вторых, они двигаются по такой траектории. В конце они соединяются между собой, проходят друг сквозь друга благодаря специальным отверстиям. И двигаются дальше. Очень красиво, особенно вечером. Да, очень много кафе, различных кальянных, кафешек, кофеин, где можно попить что-нибудь, что вы хотите. А вот есть натуральный сок выжатый, можно сделать. А что мы здесь видим? Здесь видим пирс. И такое популярное место для купания около этого пирса. Собака, так. Мы тебя заметили. Вылезай. Да, конечно, говорит, вы меня выманите. Жарко очень уже с утра, поэтому она в теннике. Давайте ее покормим. Собакин, ты будешь есть? Облизывается. Давайте насыпем. Интересно, удобно здесь будет есть или нет? Вот так вот. Думает, есть или нет. Вода у них всегда есть, вы не переживайте. Сухой корм поест, потом спокойно попьет воду. Им наливают в такие бутылки пластиковые, так что все хорошо у них. Но от жары спрятаться могут только под такими лавками бетонными. Нет, не хочет. Ну и какое же море без рыбаков? Так, что-нибудь ловится, интересно или нет? Вот здесь я впервые вижу, обычно они вон там подальше. Здесь впервые. Какое сегодня красивое море. Вы полюбуйтесь. И прозрачное около берега. Круто. Вот наступил сезон купания. Напоминаю, что сейчас середина июня. И уже вода, прогрелась до минимальной, комфортной. Примерно 21-22 градуса. Да, она еще бодрящая, но уже купаются. Сегодня пока не видим, сегодня довольно прохладно. Недавно были дожди. И ветерок такой. Поэтому люди просто загорают. Вон там пляж. Такой обустроенный. Инфраструктура там есть. Есть там и бар, и все на свете. Лежаки, зонтики, это все понятно. И очень красивое небо сегодня. Небо и горы, да, горы. Я вот здесь живу уже довольно-таки давно, и горы уже замыливаются для меня. А для многих горы это ради того,
Зачем сюда приезжают? Они же такие классные, такие красивые. И вот с этого места виден Эльбрус. Где-то вот там должен быть. Но здесь облачка, поэтому сегодня он не виден. Зато видим водный транспорт. А вот на таком оборудовании, похожего на Валли, вы можете за 1 лари посмотреть, что там происходит на море. Или посмотреть, например, на горы. Круто. Очень здорово. Еще один собакин лежит. Как думаете, он будет есть? Че, говорит, ты пришел ко мне? Все же нормально было. Лежал спокойно, никого не трогал. Я думаю, он не хочет есть. В такую жару они малоподвижные и стараются не есть. Им особо энергия не нужна. К вечеру, наверное, да, уже будут бегать. Ну, как вы поняли, в этом месте, около статуи Олейнино, очень много собак, которые сейчас прячутся по прохладным местам. А вообще их здесь очень много. Они гуляют, лежат на вот этих вот скамейках. А мы идем дальше. Ну и, собственно, вот начинается пристань сама. Здесь очень много прокатных, как и корабликов, яхт, так и маленьких каких-то суденышек. Есть такие тематические корабли. Вот сейчас посмотрите, очень красиво, очень интересно. Мы здесь 1 раз катались. На полчаса всего он едет. И красиво, и интересно, и необычно. Вот такие цены, кому нужно. Настоящие пиратские судна. Ну а вы как хотели? Все взаправду. Вдоль дорожки чего только не продают. Тут и попкорн, и кукуруза, какие-то фрукты, ягоды. И опять сувенирные магазины. Здесь вот такие соки есть. Соки, оранж. Ну это, я так понимаю, химические все. Здесь пиво или квас. Здесь чипсы. Такие картофельные, необычные. Но опять же яхты. Здесь видим арбуз, ананас. Ух, сколько всего. Сколько всего. А вот эти чипсы. То есть прикольные такие они. Вот эти вот. Вкусные, да. Кукуруза. Кукуруза вот такая стандартная классика для всех пляжей. Вот морская прогулка стоит всего 20 лари. Все для пляжа продают. Здесь, конечно, абсолютно все. И круги, и тапочки для пляжа, и полотенца, и панамы, и кепки, и все, что только есть. И очки солнечные. А вот с этого ракурса особенно эпично выглядит заводь. Столько здесь яхт. Такое я видел только, наверное, в Сочи. Очень большой выбор. Тем временем дошли мы с вами до стоянки вот таких уже более серьезных кораблей. И там дальше, видим, еще больше есть. Сейчас мы туда пойдем. А вот как раз здание самого морского порта. Красивейшее здание. Да, с другой стороны морской порт выглядит даже еще эпичнее. С таким шпилем, с флагами Батуми и Грузии. Да, красиво, очень красиво. Напоминает морской порт, наверное, Сочи, где мы были уже. И давайте подойдем поближе. Вход в сам морской порт, в здание администрации со стороны моря. Такая арка встречает нас. А там, скорее всего, кассы.
есть окошко, якобы можно добраться до Сочи на скоростной лодке. Давайте спросим, так ли это. Что я узнал, что да, до Сочи, конечно, не ходят паромы, ни скоростные лодки, но есть прямое сообщение по воде с Болгарией. Так что в Болгарию вы можете добраться прямо из Батуми от морского порта. Недалеко от здания морского порта, вот здесь сейчас реконструкция, скорее всего там усовершенствуются системы разные. Так вот, там стоял кораблик 2 года назад. Этот корабль был уникален тем, что на кораблике жила кошка. Кошка, сначала она была беременная, потом котята у нее появились. Так вот, когда была беременная, я ее еще не знал. Подошел, сижу около моря, она подошла ко мне сзади и прям прижалась и легла. Я испугался даже, чуть не подпрыгнул, потому что, удивлен был. Она тихонечко подошла, такая большая кошка серая. Потом я узнал, что да, она живет на корабле, ее подкармливают местные моряки. И она очень забавно перемещалась от корабля до берега. Там был такой канат, она прям по нему, как профессиональный канатоходец, по нему передвигалась. Она же беременная, такая большая, так неуклюже, но ни разу не упала. У меня есть видео, где я запечатлел, как она передвигается, бегает от корабля ко мне, когда я ее зову. Если его найду, сейчас прикрепляю. Когда у него появились детки, деток она выращивала на корабле, потому что это ее дом. Но потом корабль куда-то делся, мы спросили, где корабль у местных. Но нам сообщили, что его кто-то выкупил, и поэтому он уже швартуется не здесь, а где-то в другом месте, возможно, даже в другой стране. Так что вот такая кошка-путешественница. Если вы ни разу не были в Батуми и хотите сюда приехать, например, из России, то здесь, наверное, 90% людей понимают русский язык, особенно возрастное поколение. И, например, если вы придете сюда и будете объяснять на русском, что вы хотите, например, парашютный спорт или аренда яхты, здесь все прекрасно понимают и вам все объяснят. Снова рыбаки. Здесь такие они прожженные уже, более серьезные. Они здесь чуть ли не каждый день рыбачат, и вот интересно, что ловится. Прямо около корабля сел, смотрите, и ловит что-то. Очень красивые, да? Судно. Вот я бы на таком покатался. Но это, похоже, такой служебный катер. Возможно, охрана. Ну и развлечения тоже в этой части морского порта предостаточно. Вот такие крутые мини-джипы. Угу. Наверное, маневренные. Вон там тоже Батуми мобили. Здесь уже выходит проезжая часть, морской порт, но он не заканчивается, он дальше идет. И вон там огромный большой корабль, мой самый любимый, сейчас к нему подойдем. Собак пока я не вижу, возможно, да, уже становится жарко, поэтому они прячутся в тени деревьев, где-то еще. Вот. Из животных здесь только рыбы, которые поймали рыбаки. Все, больше никого нет. Вообще морской порт Батуми — это самый большой порт на восточном побережье Черного моря. И такой очень важный для Европы, для самой Грузии. Здесь как и грузовой есть терминал, так и пассажирский. Есть паромы, есть такие метеоры, пассажирские катамараны. Ну а мы вот видим большой грузовой, так понимаю, это корабль. Я не разбираюсь. Напишите, что это за корабль. Ахтиар называется. Это прям вообще огромнейший. Но судя по локации сверху, да, наверное, это типа, может быть, военный или что связано с этим. Береговая охрана, охрана территорий. Наверное, самые частые посетители
морского порта даже не моряки, а рыбаки, которые здесь постоянно. И они так плотно сидят, как будто бы здесь такое рыбное место. Ну, судя по их маленьким таким пакетикам, где там плещется рыбка, она совсем маленькая. То есть метрового вот здесь сазана не вытащите. Или сибаса. Но сидят. Это же для удовольствия больше. Вы только что увидели, как рыбак поймал рыбку. Ну, довольно приличная она. Я думал меньше, а так прям хорошенькая рыбка. На жарку с удовольствием пойдет. Очередное место, локация для электромобилей, где можно их арендовать. Как-то уж очень много их. На набережной Батуми очень много этих Батуми мобилей. Здесь мы встретили уже 3-4 площадок, где они припаркованы. Наверное, пользуются спросом. Интересно. Как-нибудь нужно проехаться, попробовать. Такой маленький катер. Я думаю, он очень быстрый. Почему-то он такой легкий. Буду на нем проехаться на максимальной скорости. А вот здесь на флагштоках мы видим много флагов. Что это за флаги? Ну, грузинский флаг, да. Потом флаг вот второй, это слева, это флаг Батуми, флаг Евросоюза. Ну и потом повторяются они. Очень празднично выглядит. Ну что, мы подошли к самому концу набережной около морского порта. Ну, разумеется, он больше, там он грузовые терминалы, как вы видите. Да, там огромные большие грузы туда прибывают, чтобы потом разгрузиться. Интересно, да. Это морской порт Батуми. Вот такое короткое видео, где я вкратце рассказал и показал вам морской порт Батуми. Кому выпуск понравился, поставьте лайк. Напишите, что мне еще снять. Я живу в Батуми и сейчас могу снимать все, что вы хотите, все, что вам будет интересно. Да, собак и кошек было мало, потому что уже жарко. Наверное, ближе к вечеру нужно их искать. Ну, либо в местах, где много зелени, где они могут укрыться от солнца. Смотрите следующее видео уже совсем скоро. Пока!